Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю за интерес к моему каналу. Отдельное спасибо за лайки и комментарии. И особое спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Сегодня у нас калейдоскоп. И к вашему вниманию финская нарезка. Два супермаркета одной торговой сети устроили массовое увольнение сотрудников. В одном супермаркете уволили весь коллектив, в другом – половину сотрудников. Сотрудники одного магазина договорились сделать друг другу скидки на товары, не дожидаясь часа, когда скидка начинала действовать. Это были продукты с истекающим сроком реализации. Они продавались со скидкой 30%, но ближе к закрытию скидка удваивалась, и они продавались со скидкой 60%. Однако сотрудники договорились и продавали их друг другу со скидкой 60% до наступления положенного часа. Работодатель немедленно уволил всех сотрудников, участвующих в сговоре, без предупреждения и выходного пособия. Основанием для увольнения названы нарушение правил и отсутствие доверия. В другом магазине половине персонала пришлось уйти, потому что в рабочее время они совершали собственные покупки. Кроме того, не оплатили пластиковые пакеты. Некоторые сотрудники оплатили свои покупки, а некоторые взяли продукты из бака биоотходов. В этих случаях трудовые отношения также немедленно прекратились. В комментариях финны соглашались, что правила нужно соблюдать, но сочли, что увольнение – это слишком жесткая мера. Можно было бы обойтись и предупреждением. Житель Хельсинки собирался на перевязку в городскую поликлинику и был поражен инструкциями, полученными из медучреждения. «Пожалуйста, принесите собственные перевязочные материалы», – говорилось в письме. Главврач поликлиники утверждает, что это общая практика во всех поликлиниках Хельсинки. Материалы для перевязок относятся к средствам самообслуживания, поэтому пациент должен их сам оплатить, если лечение длится меньше 3 месяцев. В медпунктах средства для перевязки выдаются только в острых экстренных ситуациях в рамках лечения. По правде говоря, я впервые слышу о такой практике. Процесс пошел и идет полным ходом. Правительство старается. В последние годы случалось, что с отдыха финны привозили домой клопов. Теперь, если есть опасения, что в чемодане нежелательные гости, багаж можно сдать на заморозку. Компания Yahoo расположена недалеко от аэропорта Хельсинки. Багаж в полиэтиленовых мешках помещается в специальные морозильные камеры с температурой минус 25 градусов. Постельные клопы гибнут за 3 дня, тараканы за 5, а для умерщвления жуков потребуется неделя. Спрос на услугу есть. В этом октябре фирма заморозила почти 200 чемоданов. Самая типичная история. Увидели в своем отеле насекомых и звонят на фирму, чтобы заказать заморозку багажа. Имеется одна спецморозилка с температурой минус 45 градусов. Там всем вредителям конец менее чем за сутки. Финские железнодорожники решили социализировать финнов, введя дополнительную плату за кресло без соседа. Желающему уединения придется доплатить за удобство, начиная от 5 евро. В соцсетях это новшество окрестили атакой на интровертов и интровертным ценообразованием. Депутат Кимму Килюнен был вынужден уйти в отставку с поста председателя Комитета по иностранным делам парламента Финляндии после необдуманного выступления 28 октября на встрече с русскоязычными жителями Финляндии. Он, например, назвал закрытие границы нарушением прав человека, законопроект, запрещающий россиянам покупать недвижимость в Финляндии, российским, а финские таблоиды – слугами российских троллей. Килюнен, в частности, сказал: «По статьям в финской прессе возникает ощущение, что все русские – враги, и правильно, что они страдают. Вы не несете никакой ответственности за тирана, который правит там в данный момент», сказал Килюнен финским русским, имея в виду президента России Владимира Путина. Позже Килюнен оправдывался, что он выступал на мероприятии не как председатель Комитета по иностранным делам, а как частное лицо.
Но скандал разгорелся такой силой, что ему пришлось подать в отставку. Не обошли вниманием и слова депутата о том, что на него влияет его русская жена Светлана, родом из Петрозаводска. Вот оно, гибридное влияние. В связи с циркулировавшими осенью слухами о возможном частичном открытии границы с Россией, министр МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что такого не намечается, потому что правительство Финляндии опасается, что Россия может использовать уязвимые группы населения в качестве инструмента гибридного влияния. Перевод на понятный язык, то есть Россия будет подгонять границы, например, женщин и детей, инвалидов, которых Финляндия будет обязана принять и обогреть. Житель Хельсинки Мика Янтунен купил в Лидле мороженое с шоколадной крошкой. Однако на этот раз один из шоколадных кусочков оказался несъедобным. Это был кусок металла толщиной 5-6 мм, о который Янтунен сломал зуб. Стоматолог заявил, что зуб нужно удалить, и на его место предложил поставить имплант. Самый дешевый имплант стоил 900 евро. Янтунен связался с Lidl. Lidl попросил прислать фотографию куска металла и требования компенсации. Янтунен отправил фотографию куска металла, дополнительные пояснения и просьбу о компенсации. 900 евро за расходы на стоматологию. Прошли месяцы, и, наконец, Lidl принял решение. В качестве жеста доброй воли Lidl предложил Янтунену подарочную карту магазина на 50 евро. На стоматологию у пострадавшего ушло в общей сложности 3000 евро. После того, как омбудсмен по равноправию предположил, что в делах квотах беженцев по линии ООН правительство Финляндии дискриминирует беженцев по религиозному признаку, МВД Финляндии пришлось пересмотреть первоначальные планы по квотам. Решено, что в будущем году квота беженцев составит 500 человек. Финляндия примет 120 беженцев из Афганистана, 120 из Конго, 100 из Сирии, 50 из Венесуэлы, 30 из Ливии, а также 50 экстренных случаев из любого региона. В конце октября было конфисковано около 10 объектов недвижимости, принадлежащих России. У меня есть видео на эту тему, ссылка в описании. Теперь конфисковано еще 20 объектов. Общая стоимость конфискованных объектов составляет десятки миллионов евро. Конфискации проводятся по решению Международного арбитражного суда в Гааге, согласно которому российское государство обязано выплатить украинскому «Нафтогазу» миллиарды долларов в качестве компенсации за убытки, причиненные компанией оккупации Крыма в 2014 году. Россия отказалась выплачивать компенсации. Конфискация объектов, принадлежащих российскому государству, не влияет на их использование. Конфискация как обеспечительная мера означает лишь то, что российское государство не может продать или передать активы. Судебные разбирательства растянутся на несколько лет. Google планирует построить 2 новых центра обработки данных в Финляндии. Стоимость инвестиций может составить 10 миллиардов евро. Под свои продукты Google купит участки земли общей площадью 1400 гектаров за 27 миллионов евро. На данный момент у Google действует центр обработки данных в Хамине. Туда было вложено около 4,5 миллиардов евро. Там заняты 400 человек. Финляндия привлекает Google относительно дешевой электроэнергией и относительно небольшим налогом на электроэнергию. На днях я побывала в музее Пабло Пикассо в Малаге, и на пассажок предлагаю вам полюбоваться женскими портретами художника. Это как же надо женщин любить, чтобы их такими видеть. Приятного вам просмотра и до новых встреч. Всем пока!